Друзья, всем привет! Народная артистка Казахстана, пианистка Жания Аубакирова в интервью «Эксклюзив КЗ» высказала свое мнение об Иманбеке, Розе Рымбаевой, Димаше и роли случая в успехе. Чем вы объясните успех Димаша? Его успех я объясняю не только феноменальным голосом, редкой музыкальностью, внешней и внутренней красотой, но и нашей казахской традиционной манерой поведения, которую в мире популярных исполнителей никто и никогда не встречал. Со всей обрушившейся на него мегапопулярностью ему удалось удержаться, не вставая на постамент, не заразиться звездной болезнью, не эпатировать публику скандалами. Скромный, умный, хорошо воспитанный парень, он олицетворяет не только красоту казахов, но и ввел новый тренд человека в шоу-бизнесе в целом. Вообще успех – это особое испытание, которое не каждому по плечу. Также Жания Аубакирова высказала свою точку зрения о мегаскандале с Розой Рымбаевой. С чем вы связываете такую бурную и неоднозначную реакцию на высказывания Розы Рымбаевой по поводу успеха Иманбека? Aymanbek Zeykenov for Roses. Казахстанские звезды поздравили Иманбека Зейкенова с получением престижной награды Грэмми. Димаш Кудайберген в своем инстаграм отметил, что своим талантом диджей поднял статус народа. «Поздравляю с великой победой, дорогой брат! Своим талантом ты поднял статус нашего народа. Пусть этот звездный момент сегодняшнего дня долгие годы будет вести тебя вперед. Настоящий казахский диджей. И автор песен должен быть таким, как ты. Отличная работа», – отметил певец. Свое поздравление опубликовал и Айкын Толепберген. «Поздравляю казахстанского парня Иманбека, впервые в истории страны завоевавшего премию Грэмми. Если бы я был министром, то подарил бы ему квартиру в Нур-Султане. Это большое достижение. Даже в СНГ никто никогда не получал эту самую престижную музыкальную премию», – заявил он. К поздравлениям присоединилась и Жанар Дугалова. «Ура! Поздравляю своего земляка с исторической победой! Гордость и радость распирают. Иманбек, какой же ты красавчик! Вперед, Казахстан! Вперед, Павлодар, Аксу!» – написала певица. Я думаю, это обычная, уже повторяющаяся история. Стоит только известному человеку сказать действительно то, что он думает, а не то, что хотят от него услышать, начинается травля. К сожалению, так проявляется в некоторой части нашего общества ложно понятое чувство свободы мнения, когда не просто дают оценки, а проявляют недовольство, возмущение, переходят к открытым оскорблением, особенно если высказался знаменитый человек. Слава, к сожалению, всегда делает человека уязвимым перед общественным мнением. Мне очень понравилось, как Иманбек проявил свою адекватную реакцию и спокойно принял точку зрения другого. Его защитникам стоило бы поучиться у того, кого они защищают. Мне очень импонирует, с какой естественностью и юмором он воспринимает собственный успех. Я вообще предпочитаю людей, которые не относятся серьезно к своим достижениям и поэтому не отягощены собственным величием. Конечно, мне не совсем понятна та область, в которой Иманбек силен, но мне так нравится то, как он себя ведет, отвечает на вопросы интервьюеров. Ну, во-первых, я к ней отношусь как ко взрослому человеку. Это старшее поколение, я никогда не буду это критиковать. Как сказать? Блин, я не знаю, как выразиться. Я не буду спорить, это ее мнение. Я послушал и понял. Ну вот и все.
Он милый и симпатичный парень. Я ведь не требую, чтобы все вокруг начали понимать сложные образцы классической музыки, которые я всю жизнь постигаю. Точно так же Роза не обязана разбираться в форматах современных форм самовыражения, которые многие из взрослого поколения даже музыкой не называют. Одна из главных претензий выражена в том, что Рымбаева назвала успех Иманбека случайностью. Как вы думаете, какую роль играет случай в успехе? Можно допустить, что разовый успех случайен, но настоящий успех требует подтверждения в течение долгого времени. Это так же, как в бизнесе. Можно заработать достаточно быстро, но удержать деньги и приумножить намного сложнее. Это касается всего в нашей жизни, как политики, так и науки или искусства. Друзья, напоминаем, это был фрагмент интервью Жании Аубакировой, эксклюзив КайЗ. Всем большой рахмет за внимание. Жания, ты очень известный в стране человек, достигший вершину искусства в своем деле, и пианист, и концертмейстер, народная артистка Казахстана, профессор. Ты единственная женщина, которая получила премию мира и прогресса. Потому что я оценил твою деятельность, мастерство, пропагандировала казахстанскую культуру во всем мире. Я тебя хорошо знаю. Учи людей, специальности свои, возможности передавай молодежи.